Друзья, сегодня мы остановились в одном из кемпингов, и здесь оказалось много туристов из разных стран. Они путешествуют в одной группе. Одна машина меня заинтересовала, и я решил небольшой обзорчик про нее записать. Это джип Wrangler, переоборудован для длительных путешествий. Человек путешествует примерно как и мы, с Южной Америки вот уже много месяцев, и рассказал, как на ней путешествуется, доволен ли и вообще, как она устроена, покажет и расскажет. Сейчас я вам постараюсь все это передать. Спереди, как вы видите, она оборудована лебедкой, которую хозяин очень часто применял, особенно для вытаскивания своих компаньонов из группы. Здесь также видим шнорхель, освещение. Наверху находится антенна Starlink, вот она с правой стороны, а также мощное освещение сверху, огромная такая панель, а на крыше находится солнечная панель мощностью 200 Вт. Палатка для двоих, в принципе, можно поместиться. Здесь также сбоку есть маркиза небольшая. Смотрите, ступеньки. И далее ступеньки спереди и на задней двери тоже. Дуги. Подвеска с компенсаторами. Сбоку также находится лестница, небольшая лестница. Освещение боковое присутствует. 9 литров канистра для воды. Запаска. Сверху видим лопату с грязевыми штуками. Мотор дизель. 200 лошадей. С этой стороны еще 2 канистры по 10 литров воды. И есть также раскрываемая палатка, которая вот сверху устроена. Ее можно раскрыть, и получится такое еще убежище от непогоды. Вот такая вот машина. Сейчас посмотрим, как она устроена внутри. Это их группа, их маршрут. Вот вы видите, они начали так же, как и мы, из Монтевидео. Доехали до юга Южной Америки и по Панамерикано едут до Аляски, а затем через Канаду в Халифакс, откуда уже можно отправить контейнером в Европу. Хозяин открыл машину и позволил нам посмотреть, как устроено внизу. Это кухня. Вы видите, это все складывается, выдвигается. Здесь находятся кухонные принадлежности, чашки, вилки, ложки. Здесь также поварешки, кастрюльки. А здесь находится двухкомфорочная газовая плита. Как мы видим, разные специи, ножи. Здесь еще у него различных крам. Спать можно одному человеку внутри. За боковой дверью находится снизу вся электроника. Это преобразователи, различные адаптеры, солнечная панель 200 Вт, а также Starlink, зарядное устройство. С этой стороны находится большой вместительный холодильник, компрессор. На такой машине, наверное, вдвоем немножко тесновато путешествовать, но если одному, то лучше не придумаешь. Интересно, я даже не знал, что у нее так двери открываются широко. И далее это у нее все, что спереди. Даже не знаю, что есть у него сверху. Что-то скручено. Ну, хотя все понятно. Освещение боковое со всех сторон. Вот такая вот чудо техники.
Okay, vielen Dank. Kein Thema, du. Dankeschön. Okay, dann alles Gute. Dann. Tschüss. Ja, alles Gute. Tschüss, Bleib gesund, gell? Danke, dir auch. Wie lange bist du noch unterwegs? Was meinst du? Vielleicht noch 1 bis 2 Jahren. 1 bis 2 Jahre. Yeah. Вот такая машина. Стоимость ее примерно подержанная. Он купил ее где-то за 45, что ли, тысяч евро. И плюс еще около 15-20 тысяч в нее инвестировал, чтобы привести ее вот в такое состояние для путешествий. На следующем кемпинге мы встретили машину такого же класса, как и предыдущая. Владельцы – пара из Голландии, которая любезно согласилась показать нам свой автомобиль. Это машина 93-го года. Они уже на ней путешествуют почти год. От Аляски до сюда, до Мексики. 6 месяцев пробыли на Аляске, в Канаде и США. И уже 6 месяцев почти в Мексике. С правой стороны машины расположен откидной столик, который они используют для приготовления еды. Над ним находится маркиза. Также вы можете видеть поднята крыша, в которой разложено спальное место. Сзади выдвижной отсек, аналогичный тому, что мы видели в предыдущей машине. В нем размещена кухня с газовой плитой и различными кухонными принадлежностями. Слева внутри находится кухонная мебель со столешницей, а справа спальное место. На внутренней стороне двери они установили удобный органайзер для мелочей. А здесь у них находится душ. Смотрите, как он разбирается быстро. Раз и кабина. Вообще супер. Ага. У них где-то помещается 100 литров воды. Прикиньте. Здесь подключается наружное питание. Wie viel Watt ist Solar bei Ihnen? 220 Ватт солярные панели, солнечные панели. Wie groß ist die? 100. И 100 амперовая литиевая батарея у них. Вот такой вот супер автобус. Вот такой вот джип. В отличие от предыдущей машины, вход наверх изнутри, а размер кровати, как у меня, 1,30 на 2 метра. Сам матрас ортопедический, но под ним еще находятся анатомические контуры. Кроме этого, в машине установлен ультрафиолетовый водяной фильтр и печка. Общий пробег автомобиля 370 тысяч километров, из которых 50 тысяч проехали уже нынешние владельцы. Машину они переделали самостоятельно за 6 месяцев, изготовили подъемную крышу и полностью оснастили интерьер. Спасибо ребятам за обзор. А еще в качестве бонуса другая наша соседка показала свой автобус. Девушка из Израиля приехала в Америку, в Сан-Диего, где купила автобус и переделала его под себя. Посмотрите, как она все сделала это все сама. За месяц соорудила вот такую вот кухонку сзади. Она занимается серфингом. Здесь у нее диван, кровать. Вот так все просто, элементарно. Пол. Вот такой вот фордик с высокой крышей. Еще у нас стоят вот такие вот MAN из Бельгии.